Вы не наткнулись на это видео. Этот момент не случайен. Это божественный призыв, священное назначение, установленное до основания самого времени. Что-то святое должно произойти в вашей жизни, и сам Бог предопределил эту секунду как самый поворотный момент вашей судьбы. Ты не забыт. Ты не невидим. На самом деле небеса наблюдают твои безмолвные слезы, невысказанные крики твои сердца и битвы, которые вы вели за закрытыми дверями. И теперь небесная возможность представляет себя сверхъестественный перенос из деньги, благословения и избыток вот-вот ворвется в вашу жизнь не по воле случая, не благодаря человеческой стратегии, а благодаря божественному вмешательству. Да, то, что казалось запертым, вот-вот откроется. То, что было потеряно, возвращается. То, что другие говорили вам, что это невозможно, раскроется прямо у вас на глазах. Но есть одно состояние. Один ключ которой открывает этот священный дверь – непоколебимая вера. Это не просто очередное видео. Это не просто очередная молитва или благожелательная речь. Нет. Это духовный ключ. Осудно из Божьей обещания, выраженный на языке силы, оформленный завет и пропитанный маслом Святой Дух. То, что вы сейчас услышите, преобразившиеся жизни, отмененные проклятия, рожденное богатство, принесенные выздоровления, и открыл древние двери, который был закрыт в течение нескольких поколений. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы в одном шаге от чуда. Но слушайте внимательно, ведь враг хотел бы, чтобы вы закрыли это окно до того, как благословение освобожден. Вот как он крадет урожай через отвлечение, сомнения и задержки. Но не в этот раз. Потому что ваш дух пробуждается даже сейчас. Ты чувствуешь это, не так ли? Волнение глубоко внутри. Молчаливое «да». Это Бог. Он зовет тебя выше, глубже, ближе. Я должен вам сказать, эта молитва несет в себе тайну. Тайна, которая не будет полностью раскрыта до конца. И я обещаю вам, если вы останетесь со мной на протяжении всего этого сообщения, если вы позволите каждому слову омыть вашу уставшую душу, вы станете свидетелями трансформации, что даже ты не сможешь объяснить. Неожиданные деньги, божественный урожай, освященное разблокирование – да, это не просто слово. Это пророческие истины, которые уже начали разворачиваться в духовном мире. Но вы должны выровнять свои вера, твое сердце и ваш фокус. Вы должны нажать. Это ваш тест и это ваш шанс. Чудеса не посещают пассивных. Благословения не текут в полуоткрытые руки. Вы должны верить. Не просто словами, а душой. Святое убеждение, которое говорит «это мое время». Мой сезон. Мое наследство. Голос Бога завет, и Он говорит «Дитя мое, оставайся со мной». Ибо в конце этого послания я открою тебе ключ, точная инструкция, которая заставит шлюзы прорваться. Но до тех пор позвольте мне показать вам путь. Так что наклонитесь. Не моргайте. Не прокручивайте. Вы собираетесь удивиться невозможному. Ты хочешь быть свободным. Ты хочешь избыток. Вы молитесь за богатство, для прорыв, для чуда. И все же что-то продолжает вас сдерживать. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему? Почему вам кажется, что вы всегда на шаг позади своего благословения? Почему, как бы вы ни старались, что-то всегда блокирует поток деньги, мира или радости в вашу жизнь? Это не совпадение, это духовная битва. Многие просят у Бога благословения, но они делают это с местастрах. Из мышления, пропитанного сомнениями, раненого отвержением и плененного ложью врага. Вы слышали их в своих собственных мыслях,
не так ли? Может быть, я недостаточно хорош. Может быть, это моя судьба. Может быть, Бог забыл меня, это не твои мысли. Это отголоски чего-то, дух дефицита которое попыталось окутать твою душу. Но Бог не создал тебя для нужды. Он не создал тебя, чтобы ты был связан финансовым стрессом, эмоциональной усталостью или родовыми проклятиями. Нет, Божье обещание над вашей жизнью – это одно из процветания, свобода и сверхъестественное обеспечение. Теперь послушайте это ясно. Дефицит – это не только финансовая проблема, это духовное состояние. И вот почему эта молитва идет дальше, чем любое мотивационное сообщение или поверхностная надежда. Эта молитва создана, выкована в огне Писания и веры, чтобы сломить дух дефицита от своей жизни и зажгите на вымышлении процветания. Слово говорит в послании к Филиппийцам 4 часа 19 минут. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Это не поэзия. Это истина завета. Это божественный закон. Это обещать с престола небесного. Но обещания требуют активации. Они требуют голоса, заявления, веры, которая отказывается успокаиваться. Позвольте мне спросить вас, сколько раз вы соглашались на меньшее, чем лучшее от Бога, потому что боялись верить в большее? Сколько дней вы выживали, а не процветали, просто потому, что считали, что жить скромно скромнее? Сколько чудес прошло мимо тебя, не потому, что Бог не хотел благословить тебя, а потому, что твой сердце был слишком утомлен, чтобы принять? Пришло время встряхнуть цепи. Это не просто очередной сезон ожидания. Это ваш момент двигаться. Это ваш день говорить о жизни, сажаться из веры и смело заявить: «Я не буду управляться отсутствием еще одного дня моей жизни. Я избран. Я сосудизбыток, я ребенок богатый, жизнь Бог». Чувствуете, как меняется атмосфера? Это не эмоции. Это не ажиотаж. Это Дух Божий шевелится в тебе. Завет твоей судьбы пробудиться, стряхнуть пыль с твоего наследия и вытащить тебя из ямы душевной нищеты на свет сверхъестественное благословение. И нет, это не о желании богатства просто для комфорта. Это о том, чтобы привести в соответствие свой дух с вашим целью. Потому что когда Бог благословляет тебя, это никогда не только для тебя, это для всех, кому ты назначен помогать. Вот настоящая причина, по которой враг хочет оставить тебя нищим, потому что благословенный верующий становится опасным оружием в руках Бога. Позвольте мне сказать вам то, что большинство не осмелится сказать. Недостаток в вашей жизни не всегда вызван ленью, плохим выбором или даже обстоятельствами. Иногда это демоническое задание. Да, есть силы, безмолвные, духовные, невидимые, которые работают сверхурочно, чтобы удерживать людей в циклах долг, страх и путаница поколение за поколением. Но сегодня этот цикл перерывы. Потому что эта молитва, это сообщение несет в себе ключ, чтобы освободить то, что было заложником в сфере духа. Пришло время отрекаться каждая ложь, которая говорила тебе, что ты всегда будешь нищим. Пришло время упрек голос, который прошептал: «Это все что?» Есть, только пришло время встать и сказать: «Я не рожден для страданий. Я не создан для отчаяния. Я создан, чтобы ходить в божественном богатства, чтобы управлять благословением и переполняться избыток за всякое доброе дело». Можете себе это представить? Проснувшись однажды утром, я услышал телефонный звонок. Доброй вести-то вы не ожидали. А двери и отверстия, в которые вы не постучали, только подарок вложили в твои руки, за которыми ты не гнался, но Бог послал все равно. Это не фантазия. Это не заблуждение. Это результат веры в действие. Это награда, сердце которой осмеливается снова поверить.
И позвольте мне прояснить, это не происходит с пассивными. Это не происходит с двоедушными. Это происходит с теми, кто говорит: «Боже, я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня». Вот для кого это видео. Для смелых. Для уставших, но все еще стоящих. Для избитых, но верующих. Для тех, кто многое потерял, но отказывается терять свои веры. Теперь, если какая-то часть вашей души шепчет: «Это сообщение для меня, я хочу, чтобы вы остановились на минутку и нравится это видео прямо сейчас». Не потому, что это тренд. Не для просмотров. А как пророческое действие. Сигнал небесам, говорящий: «Боже, я согласен. Я принимаю. Я заявляю о своем согласии». Потому что вера не молчит. Вера движется. Вера действует. Вера говорит «да» еще до того, как благословение появляется. Вы слышали ложь достаточно долго. Теперь позвольте вашему духу слышать правду. Вы не прокляты. Вы не забыты. Вы не опоздали. Вас можно починить. Ты судно выбрано для этого часа. Ты ключ-то откроет двери не только для вас, но и для вашей семьи, вашего сообщества, вашего наследия. Ты тот, кого Бог хочет удивить. Ты тот, кого Он готовится благословить. Вы тот, кто стоит на краю вашего чуда. Так скажи же это со мной в своей душе, не тихо, но со святой силой: «Мой Бог восполнит все мои нужды». Пусть это заявление поднимется над каждой негативной мыслью, каждой закрытой дверью, каждым моментом отчаяния. Пусть оно заглушит сомнения. Пусть оно уничтожит менталитет бедности, который преследовал вас точка сердца в течение многих лет. Потому что сегодня что-то ломается. Сегодня что-то возрождается. Сегодня начинается сдвиг от недостатка к избытку, от выживания к урожай, от тишины к песне. Но помните, откровение еще не завершено. Есть еще. Гораздо больше. Потому что прежде чем это видео закончится, я раскрою точное пророческое наставление, которое связан с вашим следующим уровнем. Но вы должны остаться. Вы должны слушать секрет близко, но только алчущие примут его. Так что дышите глубже. Пусть вера встань. Открой свой сердце широкий, потому что то, что будет дальше, зажжет ваша трансформация. Разблокируйте свое наследование и выполните обещать, который так долго ждал своего часа. Это не конец. Это только начало. В жизни каждого верующего есть священный момент. Момент, когда вы либо сдаетесь голосам нужды и страха, либо поднимаетесь, может быть, дрожа, но полной веры, и заявить: «На этот раз я не отступлю. На этот раз я буду верить в чудо». И когда вы сейчас молитесь со мной, поймите следующее: Бог уже движется. Он есть устранение финансовых препятствий, снося невидимые стены и открывая двери, что логика сказала, что были запечатаны. Вы можете не видеть это пока на вашем банковском счете, но в духовное царство что-то меняется. Вы всколыхнули атмосферу своими словами, обещать был активирован. Урожай реагирует на звук вашего молитва. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Вы помните вдову в 2 Короля 4? Она тонула в долг. Ее муж служил пророку Елисею, но после его смерти она оказалась одна, в отчаянии и на грани разорения. Кредиторы постучались, угрожая забрать ее 2 сыновей в рабство, чтобы погасить ее долг. Представьте себе этот ужас. Представьте себе бремя, которое она сердце, столкнувшись не только с нищетой, но и с потерей детей. Может быть, именно так вы себя чувствуете сейчас. Может быть, счета накопились настолько, что кажутся гигантами, нависшими над вашим покоем. Может быть,
вам пришлось выбирать между едой и арендной платой. Может быть, звонки от коллекторов приходят как ежедневные штормы. И никто не знает. Вы улыбаетесь на публике. Вы говорите «я в порядке». Но внутри паника, стыд и смятение. Могу ли я задать вам вопрос, который может на мгновение вас задеть? Сколько раз вы лежали без сна по ночам, спрашивая себя, слышит ли Бог ваши мольбы о помощи, деньги для помощи, как знак того, что Он все еще с тобой? Как часто вы избегали проверки баланса своего счета, потому что знали, что это лишь подтвердит ваши опасения? Сколько минут молчания ты провел, размышляя, неужели это и есть вся жизнь? Просто выживать, никогда не получая. Эти вопросы ранят, потому что они реальны. Они обнажают болезненные места, которые мы пытаемся скрыть, пространство, в которое бедность вторгается не только физически, но и духовно. Но послушайте, в этих самых местах Бог делает свою величайшую работу. Вдова могла бы выбрать отчаяние. Но вместо этого она закричала. Она открыла рот, и небеса ответили. Елисей спросил ее, что у тебя есть в доме? Она сказала, ничего, кроме маленькой банки масла. Это масло, эта упускаемая из виду обычная вещь, стала тем самым ключефинансовое чудо. Елисей сказал ей собрать кувшины, не просто несколько, а много. Затем, за закрытыми дверями, она начала лить. И это немного масла не закончилось. Оно продолжало течь. Кувшин за кувшином наполнялись, пока у нее не было достаточно, чтобы заплатить свой долг и жить за счет остатка. Теперь вы видите это. Вы видите, что сделал Бог? Он не сбрасывал деньги с неба. Он активировали сбытуки с того, что у нее уже было, потому что она верила. Она действовала. Она повиновалась. Ивера превратил недостаток в избыток. Это не история прошлого. Это ваша история, которая ждет своего часа. У вас есть что-то в доме, что-то в вашем сердце, в ваших руках, в вашем даре, в вашем духе. Это Бог будет использовать. И когда Он дохнет на это умножится. Та заявка на работу, которую вы боялись отправить, та бизнес-идея, которую вы отложили из-за страха, тот звонок, который вы отложили, это может быть дверь. Но ты должен переехать, точка вера. Вы должны указать «Я верю в свою победу». Скажи это сейчас, не как пожелание, а как пророческий указ. «Я верю в свою победу», скажи это сквозь слезы. Сквозь неоплаченные счета. Сквозь страх. Потому что твои слова – это не просто звуки, а не семена. Каждый раз, когда вы говорите «вера», ты сеешь в дух. И Бог есть Господи урожай. Победа не абстрактна. Она личная. Она написана вашим именем. Но враг не хочет, чтобы вы в это верили. Он хочет, чтобы вы застряли в циклах вопросов, горечи и безнадежности. Позвольте мне спросить еще раз, и я спрашиваю с любовью, кто вам сказал, что ваша ситуация никогда не изменится? Какой голос убедил вас, что финансовый мир предназначен для других, но не для вас? Почему вы довольствуетесь духовными крошками, когда все принадлежит вашему отцу, скот на 1000 холмов, и называет тебя своим наследником? Видишь ли, самая большая ложь не в том, что Бог не благословляет. Самая большая ложь в том, что Он благословляет всех, точка крометы. Но это демоническое искажение. Это звук врага, пытающегося ограбить тебе наследование. И сегодня этот голос заглушают. Потому что Бог говорит: «Дитя мое, я знаю твое имя. Я знаю твои потребности. Я знаю твои страхи.
и я удовлетворю. Филиппийцам 4 часа 19 минут. Ваш якорь. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, не некоторые из ваших потребностей. Не только удобные, все, эмоциональные потребности. Физические потребности. Духовные потребности. Финансовые потребности. Но чтобы получить его полностью, вы должны отпустить страх. Вы должны разорвать свое соглашение с нехваткой. Вы должны сказать «хватит». Потому что каждый день, когда вы терпите нехватку, вы откладываете свою трансформацию. Вдова увидела чудо не потому, что она была идеальна, а потому, что она была готова. Готова слушать. Готова действовать. Готова отдать то немногое, что у нее было. А что насчет тебя? Доверишь ли ты Богу свою нефть, свою малость? Соберете ли вы свои пустые сосуды, свои мечты, свою веру, свои молитвы и предложите их Ему? Поверите ли вы, даже если все вокруг говорят, что это глупо? Это не просто поэтическое ободрение. Это божественное противостояние. Бог призывает вас к войне против дефицита, чтобы подняться в священном восстании против лжи, которая гласит «это все, что есть». Нет, Дитя Божие, есть болея. Есть переполнение. Есть богатство, ожидая освобождения. Но вы должны действовать смело. И я говорю это сейчас над твоей жизнью. Когда ты молишься, когда ты заявляешь, когда ты нарушаешь молчание страха, Бог уже открывает пути там, где были только стены. Он перенаправляет ресурсы. Он выравнивает возможности. Он помещает ваше имя в сердце тех, кто имеет право благословить вас. Никакой счет не бывает слишком большим. Никакая потребность не бывает невозможной. Никакое препятствие не может превзойти силу вашего завета с безграничным Богом. Ты – сосуд божественного провидения. Мир может считать вас обычным человеком, но Бог отметил вас как носителя чудомомента. И услышь эту истину глубоко в своей душе, финансовые чудеса существуют. Не только в Писании, не только для других, но и для ты. Ты не исключен. Ты не забыт. Ты не невидим для престола небесного. Вы будете следующим живым свидетельством. Тем, кто скажет: «Я был там сломленный, напуганный, неуверенный». И затем появился Бог. Вы будете голосом вопиющим: «Я не знал как, но Он проложил путь». Вы станете той историей, на которую укажут другие и скажут: «Если Бог сделал это для них, Он может сделать это и для меня». Да, страницы твоей победы пишутся сейчас с ваше имя жирным шрифтом сверху. Итак, заявляем еще раз: «Я верю в свою победу». Говорите до тех пор, пока ваше сердце загорается, пока не сдвинется ваша атмосфера, пока страх не убежит и обещат стоит особняком в своей красе. Это не конец. Это открытие нового начала. И то, что будет дальше, сотрясет саму землю под вашими ногами не от страха, а от благословения. Не в тревоге, а в избыток. Не в замешательстве, а взовет ясность. Так что оставайтесь со мной. Потому что в следующей части этого путешествия мы раскроем именно, как эта трансформация разворачивается, и что вам нужно сделать дальше, чтобы ходить в вашем Богом назначенном, небесно предопределенном сверхъестественное богатство. Наступает момент священный, божественный, когда душа кричит «достаточно». Хватит просто выживать. Хватит духовного голода. Хватит едва покрывать счета, смотреть, как другие процветают, пока ты несешь невидимое бремя недостаток. И если этот крик сейчас поднимается в вас, услышьте это ясно: Бог слушает.
И Он не просто заинтересован в том, чтобы временно спасти вас. Он желает утвердить вас в постоянное изобилие. Ты не был рожден, чтобы балансировать на грани катастрофы. Ты не был создан, чтобы суетиться, паниковать, выживать на крохах. Ты не духовный нищий. Ты дитя короля, и наследование, обещанное тебе, это не выживание, а переполнение. Позвольте мне сказать прямо, Бог не хочет дать вам всего в достаточном количестве. Он хочет дать вам излишек. Но в вашем городе бушует война очка-разум, война двух голосов. Один из них – истина завета. Другой – это ложь об ограничении. Голос богатства и голос бедность. Голос вера и голос страх. И в этот самый момент прямо здесь определяются линии фронта. Вы видели мгновенные чудеса. У вас были дни, когда приходил неожиданный чек, или приходил друг, или счет каким-то образом покрывался. Но почему эти моменты кажутся такими редкими, такими временными? Почему они исчезают, как вода в ваших руках? Потому что многие верят только в облегчение, не в трансформацию. Они просят о помощи, но не о стратегии. Они взывают о капле, но никогда не открывают свой сосуд широко для река. Бог не хочет дать вам еще один момент покоя. Он хочет дать вам образ жизни процветания. Но Он не может влить в то, чего ты не приготовил. Точка благословения без подготовки становится бременем. Позвольте мне спросить вас сейчас, выделили ли вы место для того, о чем молитесь? Вы построили контейнер достаточно большого размера для умноженные деньги? Или вы все еще думаете о мелочах, говорите о мелочах, живете о мелочах и при этом просите о чем-то большом? Это моральная дилемма многих верующих. Они просят чуда, но живут как рабы. Они говорят избыток, но оставьте место только для крошек. Они слышат о богатстве, но отбросьте это как что-то для других. Не для них. Не сейчас. Но сегодня что-то должно измениться не только вокруг вас, но и в тебе. Если вы хотите увидеть непрерывное умножение, а не просто вспышку деньги, но поток, тогда ваш образ мышления должен соответствовать Божьей правде. Вы должны отказаться от внутренних соглашений, которые вы заключили с нехваткой, посредственностью и страхом. Провозгласите сейчас, громко, в душе или устами, если осмелитесь: «Мои деньги умножатся». Это не мечта. Это закон королевства, тот же Бог, который умножил 5 хлебов и 2 рыбы, чтобы накормить тысячи, все еще действует в чудеса умножения сегня. Но Он умножает то, что есть благословенный, что такое предложенный, что такое покорный. Хотите непрерывного чуда? Тогда вот что должно произойти. Вы должны освободиться от того, что вас ограничивает. Вы должны освободить завидовать. Это отравляет ваше восприятие чужих благ. Вы должны освободить мышление дефицита, ложь, которая говорит, что на всех не хватит денег. Вы должны освободить религиозный стыд, ложное убеждение, что деньги нечестиво, что богатство – это признак гордости. Послушай меня, бедность не есть чистота. Дефицит – это не освящение. Вы служите Баэкта ни в чем не нуждается. Почему его дети должны в этом нуждаться? И все же, эту привилегированные знания лишь немногие действительно принимают. Бога избыток для верной, не только отчаянные. Отчаяние приводит вас к двери, но это послушание и подготовка, которые разблокируют ключи, проведу вас через все этапы. Итак, вот ваш предвещающий, ваша божественная установка. В следующем сегменте мы раскроем точный духовный акт, конкретное пророческое наставление, которое вызывает чудо расти, не увядать, не мерцать, а расти и оставаться. Но прежде чем мы доберемся до этого, вы должны ответить на вопрос, который небеса задают вам сейчас: освободите ли вы место для большего? Будете ли вы жить так, как будто благословение уже пребывает?
ты наконец-то полагать, что вы не исключены из завета? Или вы позволите сомнениям сжать вашу жизнь до пространства, слишком маленького для урожая Бог жаждет излить? Перед вами сейчас две двери, одна ведет обратно к достаточному количеству. Назад к царапанию, жонглированию, беспокойству. Другая открывается в переполнении, где вы не просто выживаете, но и фонд зрения сеять в жизни и строить наследие. Одно удобное, другое сверхъестественное. Это добро против зла. Не в мультяшном смысле, а в духовном. Потому что нехватка – это вор. Она крадет надежду. Она грабит браки. Она разрушает здоровье. Она заглушает мечты. И если вы думаете, богатство – это просто роскошь, вы упустили правду. Божественное изобилие – это освобода. Вы рождены, чтобы быть свободными. Свободными отдавать. Свободными строить. Свободными отдыхать. Свободными следовать своей цели без оков обнуленного банковского счета, кричащего о том, что вы потерпели неудачу. Так что же вам следует изменить? Вы должны изменить свой способ говорить. Больше не нужно говорить «я не могу себе этого позволить». Скажите «Бог финансирует мое будущее». Вы должны изменить свой способ думать. Перестаньте готовиться к отказу и начните ожидать услуги. Вы должны изменить свой способ думать. Когда вы отпустителями, вы активируете урожай. Вы должны изменить свой способ жить. Просыпайтесь так, как будто вы уже благословлены, потому что в дух ты. И еще одно. Перестаньте боготворить временное выживание. Начните чтить Бог непрерывного обеспечения. Он не просто Бог чрезвычайной ситуации, Он Бог переполнения. Можете себе это представить? Жизнь, в которой счета оплачиваются рано. Дом, где тревога не правит. Сердце, которое дает с радостью, а не со страхом. Стол, где смех заменяет дефицит. Это твое наследование. Это ваш обещать. И если вы почувствовали священный дискомфорт в этих словах, хорошо. Этот дискомфорт не осуждение. Это ваш звонок о пробуждении. Это твоя очередь. Твое время. Твой поворот. Глава нехватки закрывается. Но ты должен пройти через следующую дверь. Поэтому спросите себя еще раз и ответьте честно, буду ли я продолжать терпеть то, что Бог призвал меня преобразовать? Буду ли я продолжать принимать достаточно, когда небеса предлагают излишки? Буду ли я тем, кто смотрит свидетельства, или тем, кто становится показания? То, что вы решите сейчас, определит умножение позже. То, что вы исповедуете сегодня, рождает чудо завтра. То, что вы меняете внутри, становится магнитом для того, что проявится снаружи. Это больше, чем сообщение, это план. А в следующем священном разделе вы получите то, чего многие ждали годами – духовный ключ, пророческая тайна, которая открывает дверь вечного богатства и навсегда закрывает врата нищеты. Но только для тех, кто готов. Так что если вы готовы освободиться, подняться, принять то, что всегда было вашим, скажите это в последний раз от всего сердца: «Мои деньги умножатся». А потом готовьтесь, потому что дефицит скоро станет далеким воспоминанием. И избыток, изобилие скоро станет вашей новой реальностью. Время ожидания закончилось. Время неопределенности, сомнений, предназначено ли вам процветать, заканчивается здесь. Сомнение, которое висело над вашим благословением, стыд, который следовал за каждой финансовой трудностью, внутренний голос, который шептал «это не для тебя», все это было заглушено голосом Бога,
который теперь заявляет: «Вы уже благословлены». Даже сейчас, в этот момент, как ваше сердце склоняется к этим словам, дух изобилия пробуждается внутри вас. Вы больше не просто надеетесь. Вы получение. Ты не попрошайничаешь. Ты утверждаешь, что небеса уже записали в твоем наследовании. Слово живо над вами. Ты будешь главой, а не хвостом, только наверху, а не внизу. Это не метафора. Это истина завета. Бог не обещает пустых вещей. Когда Он объявляет богатство, урожай, благословение и переполнение, Он имеет это в виду. Его намерение не в том, чтобы дать вам крохи, на которые можно выжить, а в том, чтобы сделать вас фонтаном, источником, каналом, сосудом, который изливает процветание, куда бы вы ни пошли. Чувствуете? Это изменение в вашем духе. Это тихое знание. Это не воображение. Это Святой Дух, подтверждая, что время вашего дефицита прошло, что ваш сезон умножения началось. И вот священная истина. Ваше процветание касается не только вас. Мечта Бога больше, чем ваши счета, глубже, чем ваши потребности. Он хочет, чтобы вы стали инструмент щедрости, не просто получатель помощи, но и распространитель надежды. Свет в вашей семье. Чудо в вашем сообществе. Канал божественного богатства на рынке. Вы никогда не должны были останавливаться на выживании. Вы были рождены, чтобы финансировать видение, запускать миссии, спасать других от нищеты, которую вы сами пережили. Бог не просто дает вам больше, Он превращает их в большее. Вы станете свидетельством. Вы станете тем, на кого будут смотреть другие и говорить: «Я не знаю, как они это сделали, но я знаю, что это сделал Бог». Это своего рода благословение, которое не выцветает. Это вечный вид, тот, который эхом отзывается через поколения. Дети ваших детей будут помнить этот. Сдвиг. Ваше имя будет связано с новым началом в вашей родословной, тем, кто разрушил проклятие, который открыл дверь, который держал ключи и использовал это, чтобы высвободить из батага для всех, кто с вами связан. Ты достаточно плакал. Ты достаточно долго размышлял. Но Бог говорит: «Я выбрал тебя, чтобы ты стал моим доказательством того, что я все еще творю финансовые чудеса». Вы не будете единственным, кто получит благословение. Вы будете тем, кто его выпустит. Вы будете благословлять других и никогда не иссякнете. Вы будете выписывать чеки, которые аннулируют долги. Вы будете инвестировать в предприятия, создающие рабочее место. Ты родишь креативные идеи, и клиенты будут приезжать с севера, юга, востока и запада. Вы увидите тысячи источников дохода возникнет там, где когда-то вы с трудом могли найти хотя бы один. Не из-за человеческой стратегии, а потому что ты решил верить в сверхъестественное, священное, в голосе Божье обещание. Это уже происходит. Небеса признают ваше соглашение. Ангелы действуют от вашего имени. Возможности выстраиваются в ряд. Благосклонность отмечает ваше имя. Вас находят рекламные акции, на которые вы не подавали заявку. Наставники, с которыми вы еще не встречались, стремятся найти вас. Ресурсы, которые вы никогда не ожидали, будут разблокированы с вашим имя, написанное на них. И все это вытекает из источника веры. В тот момент, когда вы перестали ждать доказательств и начали верить, как будто это уже было сделано, вот тогда и произошел сдвиг. Потому что вера – валюта королевства, и ваши слова теперь покрыты им. Повторите еще раз: «Я уже благословлен». Не в теории. Не когда-нибудь. Сейчас. В этот момент. До того, как банк это отразит. До того,
как контракты вступят в силу. До того, как раздадутся аплодисменты, ты уже благословлен, потому что Божьего слова достаточно, его голос несет силу. Его обещание несет постоянство. И Его воля для вашей жизни не шаткая, а насвященной, запечатанной и суверенной. Не удивляйтесь, когда люди не понимают этого нового света в вас. Когда они спрашивают, почему вы так уверены? Когда они спрашивают, как все вдруг меняется? Скажите им, потому что я поддался необычайному. Потому что я перестал бороться с благословением. Я перестал извиняться за то, что мечтал. Я перестал сомневаться в урожай. Бог сказал, что придет. Это не высокомерие, это святое выравнивание. Это смирение осознания того, что все, что течет в твоей жизни сейчас, не является твоим собственным делом, а чудо тебе выбрали нести. Ты уже не просто выживаешь. Ты – сосуд божественной стратегии. Вы больше не спрашиваете, как я это сделаю. Вы заявляете, Бог умножит меня. Вы больше не тот, кто скрывает свои потребности. Вы становитесь тем, кто удовлетворяет потребности других. И чудо не будет кратковременным. На этот раз он не исчезнет. Он не испарится через месяц. Потому что на этот раз вы преобразились. Вы изменились изнутри. Ваше сердце теперь почва, готова нести вечное благословение. Бог устанавливает тебя. Не временно. Не как посетителя. Как постоянный житель из избыток. Твой урожай будет расти. Ваши деньги умножатся. Ваши ресурсы расширятся. И ваш дух останется скромным, святым и полным поклонения, потому что вы знаете, откуда все это пришло. Так что стойте в этом. Ходите в этом. Верьте в это. Говорите это. Защищайте это. Делитесь этим. И, пожалуйста, если это сообщение затронуло вас, если вы почувствовали сдвиг подтверждения, резонанс в вашем сердце, позвольте мне услышать от вас. Комментарии ниже. Скажите, я верю в свое постоянное благословение. Поделитесь своей молитвой, своим прорывом, своим согласием. Свидетельствуйте даже до проявления, потому что вера говорит да происходит чудо. И помните, это не просто сообщение. Это движение. Божественная активация. Священный призыв. Вы не просто благословлены. Ты избран. Ты преображен. Ты готов. Вы здесь не случайно, и грядущее благословение докажет это миру. Пусть небеса запишут это. Вы будете тем, кто благословляет, а не только тем, кого благословляют. Вы – доказательство того, что финансовые чудеса реальны. Вы – канал, который поднимает Бог. И вы только начинаете. Оставьте комментарий сейчас, выпустите его в атмосферу. Я уже благословлен, и мои деньги умножатся. Пусть каждое слово станет семя. Пусть каждое заявление станет дверь. И будьте готовы, ведь этот поток не остановится. Это не просто так. Он уже здесь. Отец Небесный, всемогущий Бог, всего благословения, богатства и чуда, мы приходим к Тебе не как нищие, а как сыновья и дочери божественного наследования. Ты Бог Авраама, тот, кто превратил бесплодного человека в отца народов. Ты Бог, который обратил вдову маленькое банка масла в реку обеспечения. Ты Бог умножения, непрерывного урожай, вечного избыток. И мы заявляем, что та же самая сила жива и действует в нашей жизни, прямо здесь и прямо сейчас. Господь, мы узнали, что недостаточно получать. Недостаточно плакать о прорыве и забыть, как в него ходить.
Вот почему сегодня, в полной сдаче, мы не просто просим о награда. Мы просим подготовка. Мы помним вдову в 4 царств 4, как она приготовила сосуды до того, как пришло масло. Она повиновалась до того, как получила. Она освободила место до того, как ты умножил. И теперь, Господь, мы выбираем следовать ее примеру. Мы готовимся. Мы выравниваемся. Мы строим сосуды нашей жизни, готовые к переполнению. Мы провозглашаем Твое Слово во Второзаконии 8 часов 18 минут над каждой частью нашего существа. Но помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой. Да, Господи, не просто богатство, но властябо бы поддерживать его дочка мудростяб бы управлять им интеллект, чтобы умножить его, проницательность, чтобы защитить его. Ибо какой толк от чуда, если у нас нет сердца, чтобы сохранить его? Какой толк от деньги, если мы потеряем душу, стоящую за этим? Поэтому мы молимся сейчас о священных дарах, которые глубже цифр в счете. Даруй нам, Божия финансовая мудрость, сверхъестественная способность принимать святые решения с земными ресурсами. Давайте не будем похожи на блудного сына, который растратил свое наследование, но как Иосиф, который готовился во время изобилия и спасал народы во время голода. Пусть Твой Дух нашептывает стратегию ночью. Пусть наши сны будут наполнены решениями. Пусть наши разговоры будут направлены Твоей целью. И защити то, что Ты льешь. Защити его. Сохрани его. Как обещает Твое Слово в Малахия 3 часа 11 минут. И запрещу ради вас пожирателю, чтобы он не истребил плодов земли вашей. Мы принимаем это сейчас как покрытие завета. Пожиратель упрекается. Вор замолкает. Каждая демоническая программа против нашего деньги, каждый цикл неожиданных потерь, каждая дыра в наших финансовых корзинах теперь запечатаны кровью Иисуса. Ни одна атака не увенчается успехом. То, что было малым, Боже, Ты делаешь большой. Вы протягиваете семена в деревья. Вы берете то, что когда-то казалось недостаточным, и дышите на него, пока оно не вырастет за пределы того, что мы могли себе представить. Пусть инвестиции, которые мы вкладываем во время, в людей, в бизнес, в видение, расцветут. Пусть идеи, которые когда-то отвергались, станут открытыми двери. Пусть давно забытые предложения воскреснут с услугой. Мы провозглашаем 2 Коринфянам 9, 8 над нашей жизнью, и Бог силен благословить вас обильно, так что вы во всем и всегда, имея все необходимое, будете богаты на всякое доброе дело. Пусть это будет нашей долей. Пусть наши банковские счета отразят Твою обещать, пусть наши дома отражают Твой мир, пусть наше наследие отразит Твою власть. Господи, мы просим не только умножения, но для продолжения. То, что начинается сегодня, будет не мимолетным мгновением, а чудо поколений. Мы получаем благодать, чтобы поддерживать богатство через дисциплину, молитву, мудрость и смирение. Мы не хотим богатства без откровения. Мы хотим финансовое процветание, основанное на Твоем Слове. Мы приглашаем нужные людей в нашу жизнь, те, кто говорит о жизни, а не об ограничении, те, кто толкает нас к видению, а не обратно в страх. Окружите нас божественные отношения, советники, посланные Тобой, партнерства, которые открывают судьбу. Пусть каждая поддельная связь отпадет. Пусть каждое отвлечение будет разоблачено. Пусть только божественно настроенные люди оставаться. И Господь, пусть наше богатство будет свидетелем. Не хвастовство, а показание. Пусть люди увидят наш рост и воздадут Тебе славу. Пусть наш успех станет доказательством, что чудотворная сила. Пусть плоды, которые мы приносим, накормят многих.
Пусть наши жизни будут реками щедрости, а не резервуарами эгоизма. Ибо мы помним, процветание касается не только нас. Это для вдовы по соседству, ребенка в нужде, видение, ожидающее финансирование, молитва, которую кто-то прошептал в темноте. Мы никогда не должны были хранить это. Мы должны были изливать это. И поэтому мы подчиняемся этому высшему призыву. Используй нас, Господь, как каналы Твоей благости. Твое Слово говорит в притче 10 часов 22 минуты. Благословение Господне обогащает человека и печали с собою не приносит. Мы заявляем, что такого рода богатство святой вид, мирный вид, тот, кто хорошо спит по ночам, кто отдает свободно, без страха, кто растет без манипуляций. Сегодня мы разрываем связь со всей ложью, гласящей, что деньги – это зло. Нет, жадность – зло, но избыток свято, когда она отдана Создателю. Сегодня мы освобождаемся от чувства вины, стыда и ложного смирения. Мы не извиняемся за то, что хотим ходить в божественное процветание, потому что это касается не только нас. Это касается Ты, Господь. Царство Твое, народ Твой, цели Твои. Мы говорим «да» большему не из жадности, а ради выполнения задания. Да избыток не для гордости, а для влияния. Да богатство не ради славы, а ради исполнения Твоих небесных замыслов. И, наконец, Господи, да будет мир. Глубокое, непоколебимое, святое спокойствие, которое защищает все, что Ты построил в нас. Мы отказываемся жить в страхе потери. Мы отказываемся ходить в тревоге о следующей зарплате. Мы ходим в мир, превосходящий понимание, потому что Ты, Боже, наш источник. Ты наш поставщик, а не экономика. Ты наш промоутер, а не наш работодатель. Ты наш множитель, а не рынок. Мы доверяем Тебе. Мы следуем за Тобой. Мы повинуемся Тебе. И мы восхваляем Тебя даже сейчас, даже прежде, чем мы увидим все это, потому что мы знаем, что благословение уже началось. Оно укоренилось. Оно запечатано. Оно растет. Пусть эта молитва отзовется эхом в наших домах, над нашими детьми, в нашем будущем. Пусть она не закончится, когда закончится видео. Пусть она продолжится, как декларация завета, написанная в духе, высеченная в наших сердцах. И всем, кто молился этой молитвой, кто уверовал, кто осмелился снова надеяться, доходите вы в полнота урожая, в чудо умножения денег, в мир, защищающий процветание, и в услугу это делает ваше имя свидетельством славы Божьей. Вы не ждете. Вы идете. Вы не попрошайничаете. Вы благословенны. Вы не надеетесь. Вы держите. Вас не просто так зовут. Вы избраны. Во имя могущественного Иисуса мы скрепляем это верой и заявляем: это свершилось. Если вы молились об этом от всего сердца, оставьте комментарий ниже. Каждая копейка будет приумножена, и я достаточно мудр, чтобы сохранить ее. Пусть это будет вашим согласием. Пусть это будет вашим подтверждением. Пусть это будет вашим моментом трансформации. Аминь. И теперь, возлюбленные, поскольку это послание подходит к концу, позвольте мне произнести эти последние слова над вашими сердцами не как конец, а как начало. Потому что это то, что это на самом деле. Не финальная строка видео, не закрытие экрана, а священный порог в новая эра. Да, это начало вашего финансовая трансформация, и это не наступит когда-нибудь, это уже началось. Я хочу, чтобы ты сказал это каждой частичкой своего существа. Заяви это громко, заяви это гордо, заяви это со всей силой. Вера внутри тебя,
«Моя финансовая победа уже случилась». Говорите это, пока ваша атмосфера не изменится. Говорите это, пока сомнения не исчезнут. Говорите это, пока ваши мысли и эмоции не придут в соответствие с истиной Божьего обетования. Потому что вера не ждет доказательств, вера и есть доказательство. И вы прямо сейчас держите в руках ключ. А духовный ключ, выкованный через молитву, исповедь и сверхъестественное понимание, и этот ключ открывает дверь к вашему постоянному богатству. С этого момента вы больше не живете тем, чего вам не хватает. Эта личность сломана. Этот цикл разрушен. Эта старая история окончена. Вы вступаете в переполнение, в реальность, где избыток – это уже не молитвенная просьба, а ежедневный опыт. Вы заходите в комнаты, которые раньше вас пугали. Вы отвечаете на телефонные звонки, которые приносят неожиданные деньги, возможности и божественное партнерство. Вы наблюдаете, как счета оплачиваются излишки, а не стресс. Почему? Потому что вы присоединились к небесный замысел для вашей жизни. Позвольте мне еще раз напомнить вам, речь идет не только о деньги. Это о вашем судьбе. Речь идет о том, чтобы войти в полную идентичность, которую Бог создал для вас. Вы не были созданы, чтобы нести стыд, ходить с пустым духом или переполненной душой. Вы были призваны, избраны и помазаны, чтобы быть сосуд процветания, живая демонстрация того, что значит ходить в завете со Всевышним. Бог открывает небеса, да, небеса, и изливая благословение, что вы не сможете сосчитать. Приготовьтесь удивиться невозможной. Приготовьтесь к свидетельствам, которые заставят других плакать от благоговения. Приготовьтесь давать как никогда раньше сеять в других, потому что у вас их более чем достаточно строить-то, что когда-то было всего лишь мечтой. Не чудо начала с точки урожая здесь, и это не временный урожай, это эпоховидимое, прочное сверхъестественное богатство. Чувствуете ли вы это? Это изменение в груди, это тепло в вашем духе. Это не эмоция, это подтверждение. Вы были отмечены. Вас коснулись. Это святая земля, и ваши следы теперь покинут наследие, куда бы вы ни пошли. Вас будут помнить не только за то, что вы выжили. Вас будут знать процветающий. По вашим потерям вас не признают. Вас будут чествовать за ваш урожай. Вы больше не будете жить под именем недостаток. Вас позовут благословенный. Вас будут называть Божий канал на земле. Так что же происходит сейчас? Теперь вы несете эту истину в каждый день, в каждое решение, в каждое заявление. Вы идете в банке, на работу, домой и на встречи, зная, что Бог ходит с тобой не только духовно, но и финансово, стратегически, с избытком. Вы входите, зная, что семя было посажено и урожай нельзя отрицать. Вы несете это послание вперед тем, как вы живете, как вы говорите, как вы верите, и, конечно же, тем, как вы благословляете других. Но не дайте этому огню угаснуть. Поддерживайте его горение. Оставайтесь на связи с этим пространством чудеса, вера и божественной стратегии. Мы только начинаем. Итак, вот твой призыв к действию, дорогой, если это сообщение зажгло что-то в вас, если вы почувствовали движение истины, если потекли слезы, если вернулся, если твоя душа встала по стойке смирно, комментарий ниже и произнести это вслух. Запишите это. Урожай уже собран. Моя новая реальность – изобилие. Пусть враг увидит ваше заявление. Пусть мир станет свидетелем вашего преображения. Пусть небеса поддержат ваше согласие. И если вы еще этого не сделали, подписаться. Это пространство не просто видео, это алтарь.
Это святилище. И каждое последующее сообщение будет углублять вас в Божий план для вашего финансовая свобода, твой духовный авторитет и ваше жизнепереполнение. В следующем видео мы пойдем еще дальше. Мы рассмотрим, как поддерживать богатство, которое вы получаете. Мы погрузимся в привычки, дисциплины, божественные чертежи, которые гарантируют ваше благословение не украдено, не растрачено и не недолговечно, а построено навека. Этот следующий шаг жизненно важен. Вы получили дождь. Теперь вам нужно научиться обрабатывать почву для плодов поколений. Так что не пропустите. Путешествие еще продолжается. И пока вы ждете следующего освобождения, не ждите в тишине. Говорите о своих благословениях. Молитесь о своих победах. Живите так, как будто ваши счета уже полны. Ходите так, как будто ваш дом уже выплачен. Отдавайте так, как будто ваше семя уже приносит плоды, потому что это так. Ты не одинок в этом. Это семья веры, племя тех, кто осмеливается верить, что дефицит – это ложь и изобилие – это право по рождению. И вы являетесь его частью. Итак, завершая это сообщение, я благословляю вас. Я благословляю ваши руки, чтобы все, к чему вы прикасаетесь, процветало. Я благословляю ваши идеи, что они привлекут ресурсы и благосклонность. Я благословляю ваше сердце, чтобы он оставался мягким, щедрым и ожидающим. Я благословляю твою веру, что оно только увеличится. Ты не идешь назад. Ты поднимаешься. Ты не возвращаешься в долину. Ты взбираешься на гору услуга. И позвольте мне сказать это еще раз, потому что небеса провозглашают это над вами. Это время видимых и долгосрочных финансовых чудес. Урожай уже собран. Ваша новая реальность – изобилие. Аминь. И аминь. А теперь идите и живите так, как будто это уже сделано. Потому что это так.